Всем привет, меня зовут Верисели, и это видео для тех, кто проспал все новости. Изучая файлы бета-версии Mists of Pandaria Classic, датамайнеры отыскали новое средство передвижения, точнее, пока что лишь его модель, пораженного ша-дракона. По своему стилю он дополняет обнаруженных еще давным-давно пораженных ша-тигра и облачного змея из зараженных ша-комплектов этого классического дополнения, но пока не ясно, как именно игроки смогут его получить. Может быть, он станет наградой за полугодовую либо годовую подписку на WoW для прогрессивного классик, а может, его еще ждет какая-то судьба. Что более любопытно, также в файлах игры нашелся полный комплект из всех 5 чайных мишек Микси, которые в конце февраля появились в современном WoW. На странице набора говорится, что они недоступны в играх классики, но, видимо, в будущем это изменится. У всех источников указан внутриигровой магазин. За предварительный заказ обычного или эпического зараженного ша-комплекта для Mists of Pandaria Classic игроки получают декоративные наборы брони окутанная ша-коллекция буйного портера для современного WoW и пораженная ша-коллекция буйного портера для классического WoW. Хотя комплект доступен для приобретения уже более 2 месяцев, получить броню коллекционеры смогут лишь с выходом предварительного обновления позднее летом. Впервые модели этого набора были найдены еще зимой, а с началом бета-тестирования Mists of Pandaria Classic в файлах игры нашлись обновленная версия с некоторыми улучшениями, в первую очередь полными сапогами. Вот новая и старая версия. Некоторое время назад в магазине стала доступна услуга мгновенного повышения уровня для персонажей прогрессивной классической игры Cataclysm Classic и позднее Mists of Pandaria Classic. Развить одного персонажа таким образом можно за 60 евро. Ранее эта опция была доступна лишь в составе эпического зараженного ша-комплекта для Mists of Pandaria Classic. В недавней сборке бета-версии Mists of Pandaria Classic в игру был добавлен фолиант 4 ветров, который обучает полетам в Пандарии. Этот предмет передается по учетной записи, и игроки смогут разблокировать полеты по Туманному континенту своими альтами. Фолиант 4 ветров продается у фракционного учителя полетов в Вечно Цветущем Доле за 1350 золотых. Для его покупки персонаж должен иметь 90 уровень, разблокировать полеты в Пандарии для себя, изучив навык «Мудрость 4 ветров» за 2500 золотых. Сам фолиант для изучения требует от персонажа 85 уровня и выше, и навык умельца верховой езды, то есть 225. Разработчики World of Warcraft сообщили, что внесли некоторые изменения и исправления в работу эффекта отмщения танков Mists of Pandaria Classic. Мы трудимся над исправлением ряда неполадок с отмщением танков и изменением того, как этот эффект работал в обновлении 5.4. Мы хотим достичь 2 целей. Показатели танков в режиме испытаний должны быть близки к показателям в других ситуациях, а неполадки должны быть исправлены с минимальным влиянием на игроков. Таким образом, мы вносим следующие изменения. В бою с несколькими противниками прибавка к силе атаки от отмщения больше не снижает свою эффективность. Прибавка к силе атаки от отмщения теперь увеличивается, если входящая атака промахнулась. Прибавка к силе атаки от отмщения от заклинаний с снарядами теперь уменьшается вашими эффектами снижения урона на первые 3 секунды их времени действия. В качестве компенсации прибавка к силе атаки от отмщения теперь составляет 1,8% от неослабленного урона вместо 1,5% ранее. Исправлена неполадка, в результате которой поражение в бою приводило к снижению прибавки от отмщения на следующей попытке сражения с тем же противником. Разработчики сообщили, что в Cataclysm Classic начала действовать 50% прибавка к опыту «Чудесное странствие». Этот бонус поможет игрокам поскорее развить своего основного персонажа или альтернативных героев до 85 уровня. Эффект будет действовать до самого выхода предварительного обновления Mists of Pandaria Classic 2 июля.
В честь объявления даты выхода Mists of Pandaria Classic разработчики запустили небольшую акцию, во время которой на избранные услуги для персонажей в Cataclysm Classic до самого 17 июня действует 30% скидка. Она распространяется на смену сервера, фракции, расы и имени персонажа. Объявив дату выхода Mists of Pandaria Classic, разработчики сообщили о дополнительной награде, которую игроки прогрессивного Classic могут получить за игру в сезон открытий WoW Classic. Те смельчаки, которые победят повелителя ужаса Балназара в рейде Анклав Алого Ордена в сезоне открытий WoW Classic до 30 июня, в награду получают опцию мгновенного повышения уровня персонажа до 85 в Mists of Pandaria Classic. Воспользуйтесь золотой возможностью и получите преимущество на запуске Mists of Pandaria Classic. До 30 июня победите повелителя ужаса Балназара в рейде Анклав Алого Ордена в сезоне открытий, чтобы получить одну опцию мгновенного повышения уровня персонажа до 85 уровня для прогрессивных классических игровых миров, как раз к моменту начала приключений в Пандарии. Полностью завершите сражение, и награда будет выдана 1 июля. А если вы уже победили Балназара в сезоне открытий, не беспокойтесь. За проявленную задним числом храбрость вы тоже получите в награду услугу мгновенного повышения уровня персонажа. Требуется наличие активной подписки на WoW или оплаченного игрового времени. На одну активную учетную запись с подпиской на Warcraft или игровым временем выдается только одна услуга повышения уровня персонажа до 85 уровня. Вслед за объявлением дат выхода Mists of Pandaria Classic и запуска предварительного обновления, а также новостей о том, что игроки сезона открытий WoW Classic смогут получить в награду за посещение Анклава Алого Ордена бесплатную услугу мгновенного повышения уровня персонажа до 85-го, некоторые игроки задались вопросом, а будет ли она применима к классу монаха. Разработчики подтвердили такую возможность, отметив, что подойдут любые расы, кроме пандаренов. Участники бета-тестирования Mists of Pandaria Classic обнаружили новый режим подземелья Пандарии, который зовется Celestial, что в локализации переведено как «Небожители». Пока разработчики не делали никаких заявлений по этому поводу, но, судя по всему, игроков ожидает режим в духе рун Титанов из WoW Classic и рун Стихии из Cataclysm Classic, в котором подземелья получают дополнительные уровни сложности и новые награды. Новый режим отображается в инструменте автоматического поиска группы, и, судя по всему, для посещения таких подземелий игроки тоже смогут им пользоваться. Также в файлах игры была обнаружена и новая валюта – фрагменты августейшего камня, которую можно будет получать в таких подземельях и тратить на приобретение PvE экипировки. Фрагменты августейшего камня даются в награду за победу над боссами в подземельях небожителей или завершение забегов по подземельям небожителей. С помощью системы поиска группы используется для приобретения мощных доспехов и оружия для PvE. Возможно, этот режим и не будет доступен сразу на запуске Mists of Pandaria Classic, но разработчики определенно решили продолжить использование успешной и вызвавшей достаточно большой интерес среди игроков задумки из предыдущих классических дополнений. Началась 6-я неделя бета-тестирования Mists of Pandaria Classic, и разработчики опубликовали свежие заметки, перечислив разнообразные подготовленные ими изменения и улучшения. Было немного упрощено и ускорено развитие репутации с фракциями Пандарии, для чего появились различные знаки признания, которые изначально открывались в первом крупном обновлении. Эти знаки позволяют развивать репутацию с почтения до превознесения на основном и альтернативных персонажах на 100% быстрее. Ежедневные задания Шадопан и августейших небожителей больше не требуют почтения у Золотого Лотоса. Повторяемое задание Семена Страха на репутацию с Клакси теперь требует в 2 раза меньше предметов. Это задание станет доступно с началом 2-й рейдовой недели. Были снижены репутационные требования на приобретение предметов экипировки и некоторых наград, вроде рецептов профессии у фракций Пандарии.
Теперь на превознесение с орденом облачного змея за 800 золотых можно приобрести журнал полетов, позволяющий обучить альтернативного персонажа полетам на облачных змеях. Часть, связанную с фракциями контента и некоторых особых наград, не будет доступна на запуске, а появится на будущих неделях или этапах, примерно так же, как это было во время оригинального дополнения. Это касается добычи древних тайников Галай и редких нипов Зандаларов, а также репутационных наград противников вечно цветущего Дола. Теперь все кулинарные рецепты Пандари, создающие по 5 предметов за раз, вместо этого приносят по 10 предметов за раз. Это касается в том числе банкетов и еды с самой высокой прибавкой к характеристикам. Теперь все классы со специализацией лекаря имеют навык массового воскрешения. Он является базовым умением и открывается на 44 уровне. Максимальное число поражаемых целей при нанесении урона по области увеличено с 10 до 20, а также внесены корректировки в работу эффекта отмщения для танков. Делитесь своим мнением по поводу всех этих новостей в комментариях, а также не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.